Всем здорово, чуваки, вы на канале Мишарин, меня зовут Сергей, и сегодня в этом выпуске речь пойдет о фильтрах для объективов. Вот знаете, я снимаю видео уже около 10 лет, и за все время операторской деятельности я использовал всего два фильтра. Это был либо защитный фильтр, либо переменный ND фильтр. И особо я никогда не вдавался в качество этих фильтров, качество картинки, используя эти фильтры. И чтобы вы понимали, в моем комплекте до сих пор есть один ND фильтр, вот такой вот коробочки. Как-то давно я его купил, на Алиэкспрессе, по-моему, заказывал от компании KNDF Concept. Я, честно говоря, не знаю, насколько он хороший, насколько он плохой. То есть это переменный ND фильтр. Мы его крутим, картинка становится либо светлее, либо темнее. Этот фильтр меня вполне устраивал, но я использовал его крайне редко. Честно говоря, я не любитель фильтров, потому что я не люблю какие-то лишние телодвижения для того, чтобы накрутить какой-то фильтр, там сделать картинку темнее, если необходимо. Но в крайних случаях я использую такие штуки. Это относительно новая версия фильтров под названием M2, то есть это вторая версия Magnetic Quick Swap 2.0. И как мы можем заметить на коробке, написано, что здесь в комплекте идет ND8 фильтр, ND64, ND1000, CPL и UV фильтр. У меня набор фильтров диаметром 77 мм, но насколько я понимаю, они производятся в диаметре 67, 77 и 82 мм. Как мы можем заметить, коробочка выполнена очень качественно, очень плотный картон и легко снимается крышка вот таким образом. Опа, и все готово. Сразу же нас встречает инструкция вот такой вот упаковочки, очень красиво. Упаковка, наверное, напоминает Apple среди фильтров, тоже так все аккуратненько. Вот так вот выглядит сама инструкция, все в таком черном исполнении с красивыми картинками. Если интересует дополнительная информация, можете внутри почитать. Далее можем заметить, есть вот такой вот маленький пакетик, в котором у нас имеется карабин, вот так он выглядит, с гравировкой логотипа Freewell. Но в остальном мы замечаем сам вот такой вот чехол. Внутри коробки больше ничего нет, можно ее убрать и перейти к чехлу. По поводу самого чехла информацию в интернете я не нашел. Кто-то на ютубе говорит, что этот чехол выполнен из натуральной кожи, кто-то говорит из кожзама. Честно говоря, я не особо разбираюсь, но выглядит действительно круто и очень дорого. Для карабина у нас есть вот такое вот специальное место, куда мы можем его прицепить. Вот так вот его зацепляем. Таким образом, этот чехол можно повесить, например, на ремень или на рюкзак, может еще куда-нибудь. В целом чехол довольно компактный, в рюкзаке места особо занимать не будет. Но давайте теперь перейдем к внутренностям, так скажем. Что же нас встречает внутри? Расстегиваем замочек и открываем. Внутри имеется 8 отсеков, включая вот этот карман и с другой стороны точно такой же карманчик. Но теперь давайте по порядку наглядно посмотрим на фильтры, которые тут имеются. Самое важное свойство этих фильтров в том, что они магнитные. Вам не нужно постоянно накручивать их на объектив. Вы просто их приставляете. Тем самым вы не тратите время на накручивание фильтров. И далее мы в этом убедимся. Первое, что нам необходимо для того, чтобы установить любой из этих фильтров, это вот такое вот колечко. На это колечко магнитятся все остальные кольца. То есть без этого колечка, по сути, вы не можете использовать эти фильтры, которые находятся внутри. Поэтому желательно такое колечко не терять. Далее в комплекте имеем фильтр ND8 минус 3 стопа экспозиции. Уже довольно-таки плотный, но можете на просвет заметить мою руку. Далее у нас идет фильтр ND64 минус 6 стопов. На просвет рука уже гораздо темнее, как можете заметить. Также самый плотный ND фильтр это ND1000 минус 10 стопов экспозиции. Здесь руку вообще практически не видно. Далее в комплекте UV фильтр для того, чтобы защитить, например, внешнюю линзу объектива, либо просто защитить фильтры, которые есть в комплекте. Дальше в комплекте CPL фильтр, то есть поляризационный фильтр. Он имеет минус 1,3 стопа экспозиции. Я думаю, вы прекрасно знаете, для чего нужен поляризационный фильтр, но если нет, то он используется в основном для удаления каких-то бликов, каких-то отражений. Либо если вы снимаете в воду в солнечный яркий день, то этот фильтр позволяет вам сделать так, чтобы бликов на воде не было и вода была более прозрачной. Ну и последнее, это вот такая вот крышечка диаметром 77 мм. Она полностью металлическая, довольно увесистая. И главная функция, как вы можете заметить, здесь есть вот такое вот колечко, при помощи которого вы можете с легкостью снимать эту крышку. За такую удобную вещь ставлю лайк. Теперь предлагаю посмотреть, как это будет смотреться все на практике. У меня есть вот такая вот камера Sony с довольно стареньким объективом, но не суть важно. Диаметр резьбы под светофильтр у этого объектива 58 мм. Но у меня есть вот такое вот колечко, которое я когда-то заказал на Алиэкспресс, там около 150 рублей оно стоило. То есть мы его можем с легкостью сюда накрутить и теперь вкручивать переходное кольцо для этих ND фильтров. Итак, нам необходимо магнитное переходное колечко для того, чтобы накрутить его на предыдущее переходное кольцо. Вот так это все выглядит. И теперь мы можем использовать любые Freewell фильтры на этом магнитном колечке. Без каких-либо накручиваний, спокойненько устанавливая сюда любой фильтр. Итак, например, возьмем поляризационный фильтр и вот так вот просто его, оп, установили.
тем самым ничего не выпадает и также легко снимается. Оп, готово. Фильтр сидит очень плотно, так что будьте уверены, что он никуда не выпадет никаким образом. Ну и естественно, чтобы его снять, нужно приложить некоторые усилия, зато вы не используете никакие резьбы. Вот это вот самое крутое. Ну и в остальном все точно так же. Мы можем использовать поверх еще какой-нибудь ND-фильтр. Если необходимо, мы можем использовать несколько ND-фильтров. Сверху установить защитный фильтр и поверх крышку. И даже в такой связке можно спокойно работать. Я могу трясти камерой хоть как и ничего не выпадет. Как я уже и сказал, и как вы знаете, ND-фильтры дают нам минус 100 по экспозиции, в зависимости от ND-фильтра. То есть они затемняют картинку, тем самым позволяют вам, например, выставить длинную выдержку, использовать открытую диафрагму для того, чтобы размыть максимально фон, ну и тем самым сделать картинку более кинематографичную. Потому что если вы выставляете короткую выдержку в яркий солнечный день, у вас каждый кадр будет четкий, и это смотрится не очень приятно. С крышкой все очень просто. Открываем, закрываем. Очень удобная штука, честно говоря, кайфую. Как я уже и говорил, у меня есть вот такой вот переменный старенький ND-фильтр, рублей за 500 я его как-то покупал на Алишке, но он имеет огромный минус. Это как раз таки вот это вот кольцо. Когда вы накрутили его на объектив, вы случайно можете его крутануть в ту или иную сторону. В итоге изображение его становится либо ярче, либо темнее. И тем самым это огромный минус, что вы можете этого не заметить. И потом на посте, когда вы будете просматривать видео, монтировать, например, вы столкнетесь с тем, что у вас кадры разные. Вы будете цветокорить и потом мучиться, плеваться, потому что помимо самого цвета вам нужно будет подгонять экспозицию. Поэтому лучше всего использовать фиксированное значение ND-фильтров, фиксированные стопы экспозиции, потому что вы никак не промахнетесь. Ну и бесспорно является плюсом то, что вы можете комбинировать эти фильтры между собой, можете поляризационный фильтр накинуть, сверху ND-шник накинуть, можете ND1000 и ND64 накинуть, можете все вместе, кому как удобнее. Конечно же, все зависит от ваших задач. Но если вам это видео было полезным, вы узнали для себя что-то новое, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видеоролике. Пока!